Добрый день! Сегодня мы с вами начинаем лабораторный цикл, посвященный фотоэнергетике, или по-другому фотовольтаике. Наша основная задача — научиться понимать природу и принципы работы таких вот фотоэлектрических преобразователей, потому что именно на них строятся фотосистемы для солнечных электростанций. Преобразователи очень интересные. Если копнуть глубже, оказывается, что многие параметры, многие характеристики таких преобразователей зависимы, поэтому мы постараемся за сжатый цикл лабораторных работ исследовать основные из них. Сегодня мы начнем с первой лабораторной работы, самой основной. Научимся снимать вольтамперные характеристики фотоэлектрических модулей разного типа, поликристаллического и монокристаллического. В данном случае на этом стенде стоит поликристаллическая панель. И начнем. Для выполнения первой лабораторной работы нам понадобится такой лабораторный стенд, как у нас, по исследованию рационального использования энергии солнечного излучения. Стенд состоит непосредственно из фотоэлектрического преобразователя, из прожектора, который имитирует работу Солнца, нагрузки, которую мы будем обеспечивать с помощью двух реостатов, и измерительного оборудования. Для первой лабораторной работы нам понадобится два мультиметра. Один из них мы будем использовать в качестве вольтметра, другой в качестве амперметра, цифровые приборы. Далее цифровой люксметр VT81 и также цифровой инфракрасный пирометр для контроля температуры в начале и в конце измерения. Начинаем из поликристаллического модуля, как я говорил. Он уже установлен на стенде. Наша задача состоит в том, чтобы произвести начальные настройки перед выполнением лабораторной работы, и после чего мы соберем простенькую схему, то есть соединим все эти приборы в одно целое. Начинаем с настройки нашего стенда. Первая задача состоит в том, чтобы разместить источник света таким образом, чтобы он охватывал либо как можно больше освещал поверхность всего фотомодуля. Причем добиться определенного значения освещенности в его центре. Первое значение освещенности, которое вы берете из таблицы, это 7000 люкс. Как это сделать? Во-первых, нам понадобится мускульная сила для того, чтобы передвигать этот прожектор. Во-вторых, цифровой люксметр для контроля освещенности. Давайте поставим для начала, так как мы не знаем, как пойдет наш эксперимент, поставим прожектор на расстоянии примерно около полуметра, но здесь даже сантиметров 40 примерно, и включим его. Включаем. Равномерность распределения светового потока по поверхности фотомодуля мы будем контролировать в 4 точках, которым соответствуют углы нашего фотомодуля. Значит, включаем люксметр и смотрим, что показывает наш прибор. Мы видим, что в данном случае, в левом верхнем углу у нас где-то 3500 люкс. Смотрим, что внизу.
мы добились практически идеального положения осветительного прибора относительно поверхности солнечного модуля. И теперь можем приступать к сборке схемы. Соберем лабораторную установку. Все размещено на своих местах. Нам понадобится комплект проводников для того, чтобы перекоммутировать между собой все элементы схемы. Итак, вот эти вот два вывода, два крайних левых вывода, являются выводами нашей солнечной панели. Вот к ним мы и подключаемся. Верхний вывод плюсовой, нижний, соответственно, имеет отрицательный потенциал. От плюсового вывода мы подключаемся к нашему потребителю, первому реостату. Дальше второй и первый реостаты соединяем между собой последовательно. То есть с выхода первого я иду на вход второго. Ну, условно вход. Допустим, так сделаем. Так. И соединим выход второго реостата с входом нашего мультиметра, который мы будем использовать в режиме амперметра. Есть. Ну и наконец мы закрываем нашу цепь, замыкаем ее на минус солнечной панели. Аккуратненько уберем провода, и вот мы собрали нашу схему. Осталось подключить вольтметр. То есть между плюсом и минусом мы подключаем вольтметр. Все, цепь собрана, мы готовы к выполнению первого опыта. Перед началом первого опыта при помощи цифрового пирометра измерим температуру в центральной точке фотоэлектрического модуля. 36,4 градуса. Запишем это значение. Также мы поступим в самом конце наших измерений для того, чтобы зафиксировать конечную температуру после того, как опыт будет завершен. Теперь начинаем получение вольтамперных характеристик на нашем стенде. Для чего мы начнем с режима холостого хода и короткого замыкания. Первое значение, при котором напряжение, рабочее напряжение на выходе фотомодуля равняется нулю, это режим холостого хода. Что мы сделаем? Ну, во-первых, включаем наши измерительные приборы. В данном случае ближний от меня прибор — это наш амперметр, измеряет ток в цепи фотоэлектрического модуля и нагрузки. Второй прибор — это вольтметр, который измеряет напряжение на выходе нашего модуля. Замкнем контакты фотоэлектрического модуля напрямую. Для этого мы используем крокодильчик. Смотрим ток 361 миллиампер, либо 0,361 ампер. Зафиксируем первое значение напряжения рабочего 0 при токе 0,361 ампера. Мощность мы посчитаем потом, сейчас это не важно. И точно так же мы поступим уже для
режима холостого хода. То есть нам достаточно разомкнуть нашу цепь. Ну, для этого я достану, допустим, последний проводник из цепи, который мы подключали в миллиамперметр, и наш фотоэлектрический модуль, и посмотрим на показания приборов. То, как мы видим, у нас нуле, напряжение 19,35. Это значение я запишу в крайнюю ячейку нашей первой таблицы. То есть если режим короткого замыкания мы записали при напряжении 0 градусов в токе 0,361, то холостой ход наоборот, уже ток у нас равен 0, а напряжение максимально 19,35. Восстановим нашу цепь. Теперь при помощи двух реостатов мы будем менять сопротивление нагрузки и фиксировать новые значения напряжения по цифровому вольтметру. Допустим, будем делать промежуток равный 1 вольт. 1-2 вольта. Ближе, так скажем, к точке максимума, то есть ближе к концу нашей вольтамперной характеристики, мы можем немножечко сузить интервал. Сейчас, допустим, пару вольт можем держать зазор. Ну, начнем с 1 вольта. Пишем следующее значение напряжения 1 вольт. Смотрим. Сейчас у нас 12 целых. И там 98 вольт, как мы видим, напряжение поменялось из-за того, что панель прогревается под действием прожекторов. Давайте немножечко уменьшим нагрузку, для того, чтобы напряжение просело. Сопротивление нагрузки падает, ток растет, и напряжение у нас тоже при этом уменьшается. Так, 1,3, 1,1. Ну вот примерно мы вышли на необходимый нам уровень. 1 вольт. Ток при этом у нас 0,357 миллиампер. То есть немножечко ток уменьшился по сравнению с режимом короткого замыкания. 357 тысячных. Ну, давайте теперь мелочиться не будем. Сделаем сразу 3 вольта. Теперь я увеличиваю сопротивление нагрузки. Напряжение медленно возрастает. Добиваясь того, что прибор показывает 3 вольта. При этом ток у нас уменьшился до 339 тысячных ампера. Ну, сделаем напряжение 5 вольт. Опять увеличиваю сопротивление нагрузки. Смотрю за показанием вольтметра. 5 вольт есть. Ток 325 тысячных ампера. 7 вольт. Есть. 323. Тысячных ампера. Следующее значение 9 вольт. Двигаемся пока через 2 вольта. 9 вольт. 319 тысячных. 319 тысячных. Ну, давайте для ровного числа сделаем 10 вольт. Посмотрим, сильно ли у нас просядет ток. Вот они, 10 вольт. Да, немножко уменьшился, 313 тысячных. И теперь будем двигаться до
напряжение холостого хода через 1 вольт. Ну, допустим, следующее значение будет 11 вольт. Увеличиваем сопротивление нагрузки. Добились 11 вольт. 311 тысячных. 12 вольт. Видите, все достаточно просто. Вот 12 вольт. 308 тысячных ампера. 13 вольт. Следующее значение. Здесь 308 тысячных. Это при 13. 14 вольт. 304 тысячных. 15 вольт. 295 тысячных ампера. Пробуем 16 вольт сделать. Есть. 16 вольт, 287 тысячных. Как мы видим, напряжение начало приседать. Это значит, что мы попали на нелинейный участок вольт-амперной характеристики. Для того, чтобы сделать 17 вольт, мы воспользуемся уже вторым реостатом. Я буду здесь увеличивать напряжение, этим могу плавно его регулировать. Использую его как подстроечный реостат. Так, 17 вольт есть, 274 тысячных. Напряжение стало серьезным. Ток, вернее, стал серьезно приседать. 18 вольт, еще добавим немножко нагрузки. Так, есть. Смотрим, 192 тысячных. Ну и 19 вольт. Сейчас мне, как вы видите, приходится значительно увеличивать сопротивление для того, чтобы зафиксировать последнее табличное значение. 18,8. 18,86. Ну вот максимум, я вывожу оба реостата на максимум. 19 вольт я не получил, где-то 18,9. Ну, давайте так и округлим. 18,9 напишем. Смотрим показания нашего амперметра. Всего 34 тысячных. Видите, почти до нуля. Но 0 мы получаем только лишь в режиме холостого хода. Итак, мы получили набор точек, по которым мы построим потом вольт-амперную характеристику. Для первого режима работы, напомню вам, что в этом режиме работы мы зафиксировали в средней точке нашей панели напряжение, вернее освещенность 7000 люкс. Измерим значение температуры в центральной части. Температура при таком расположении прожекторов поднялась уже до 45 градусов. Что мы делаем? Отключим прожектор. Даем несколько минут панели остыть и возобновим этот опыт уже при новом значении освещенности солнечного фотомодуля. Вторая часть первого опыта. Теперь наша задача сводится к тому, чтобы настроить в центральной части фотоэлектрического модуля при помощи цифрового люксметра значение освещенности 5000 люкс. Как мы это сделаем?
Положение осветительного прибора относительно поверхности фотомодуля менять мы не будем, а воспользуемся регулятором яркости, который установлен на самом осветительном приборе. Включим регулятор или переведем его в крайнее положение, то есть сейчас максимальный световой поток исходит от наших приборов. Включаем цифровой люксометр и теперь уменьшаем при помощи регулятора световой поток до тех, пока не добьемся требуемого значения. Вот примерно мы попали в комфортную для нас зону 5000 люкс. И теперь проведем наши измерения по той же самой методике. Первое, что мы делаем, смотрим значение тока короткого замыкания при напряжении равном нулю. Значение тока короткого замыкания мы смотрим по цифровому мультиметру. Итак, ток короткого замыкания 274 тысячных миллиампер. Записываем. Рабочее напряжение 0. Ток короткого замыкания 274 тысячных. Да, забыли измерить напряжение. Вернее, забыли измерить температуру в центральной части фотомодуля ровно 36 градусов. Запишем это значение. Т начальное 36 градусов по Цельсию. И посмотрим сразу же напряжение холостого хода. Вот я разомкнул цепь. Смотрю за показаниями вольтметра. 19,3 вольта. Это значение мы запишем в крайнюю правый столбец для уровня освещенности 5000 люкс. Восстановим нашу цепь. Реостаты возвращаем в исходное положение и при помощи первого из них добиваемся выходного напряжения фотомодуля на уровне 1 вольт. Тут первое значение 1 вольт мы с вами измерим. Итак, при 1 вольте, который мы только что поставили, получаем 271 тысячную ампера. Увеличиваем сопротивление нагрузки до тех пор, пока вольтметр не покажет нам 2 вольта. Для 2 вольт мы имеем значение тока 266 тысячных миллиампер. Следующее значение 5 вольт. Сразу перескочим. Итак, 5 вольт. 251 тысячная. Следующее 7 вольт. Вольт 249 тысячных. 9 вольт. 9 вольт 243 тысячных. И теперь через 1 вольт будем регулировать напряжение. 10 вольт следующее значение.
240 тысячных. 11. 235 тысячных. 12 вольт. 234 тысячных. 13 вольт. 230 тысячных. 14 я уже буду получать при помощи второго реостата. Сразу. Есть 14, 224 тысячных. 15 вольт. 218 тысячных. 16. 'При помощи этого немножко уменьшу напряжение. 213 тысячных. 17 вольт. 191 тысячная. Как мы видим, вот здесь напряжение уже начинает резко проседать. 18. Вот 18 вольт. 135 тысячных. И попробуем добиться 18,5 вольт, потому что у нас холостой ход на уровне 19 вольт, а здесь мы сделаем 18,5, так, чтобы заполнить все ячейки нашей таблицы. Вот 18,5, пожалуйста. 18,5 и значение 70 тысячных. То есть 70 миллиампер по-другому. Таким образом, мы выполнили вторую часть первого опыта. В конце опыта делаем контрольный замер температуры. Как мы видим, сейчас панель не так сильно прогрелась, всего 40,3 градуса Цельсия. Так, конечное значение 40,3 градуса Цельсия. Выключаем прожектор и даем несколько минут панели остыть. Начинаем последнюю, третью часть, завершающую первого лабораторного опыта, посвященного снятию вольтамперных характеристик. Как обычно, перед началом опыта зафиксируем значение температуры в центральной части панели 32,2 градуса. Итак, начальная 32,2 градуса по Цельсию. И приступим к выполнению опыта. Так же, как и в первом случае, для проведения опыта, для настройки стенда нам понадобится цифровой люксметр. Выводим показания на максимум, помещаем фотоэлемент в центральной точке панели и теперь, регулируя световой поток осветительного прибора, добиваемся значения в 3 килолюкса. Есть. Опыт выполняется по той же самой методике. Для начала мы смотрим показания амперметра в режиме
короткого замыкания 194 тысячных ампера. Напряжение у нас при этом равно нулю. И в крайний правый столбец занесем показания вольтметра, соответствующие режиму холостого хода. Как видите, я разорвал цепь. Амперметр показывает 0, а вольтметр показывает 18,76 градуса. 18,76, а здесь 0. Восстановим нашу цепь. Вернем реостаты в исходное положение. И теперь с помощью первого из них добьемся на экране вольтметра напряжение 1 вольт. Ток при этом у нас составляет 191 тысячную ампера. Следующее значение напряжение, которое мы выставим по вольтметру, это 3 вольта. Итак, 3 вольта. Ток составляет 188 тысячных ампера. 5 вольт. 181 тысячная. 7 вольт. 178 тысячных. 9 вольт. 172 тысячных. Идем теперь через 1 вольт. Следующее значение 10 вольт. 170 тысячных. 11 вольт. 164 тысячных. 12 вольт. 163 тысячных. 13 вольт. 160 тысячных. 14 вольт. 155 тысячных. 15. 151 тысячная ампера. Следующее значение 16 вольт. 140 тысячных. 17 вольт. 123 тысячных. 18 вольт.
70 тысячных или 70 миллиампер. Ну и давайте возьмем 18,5 вольт, последнее значение. Попробуем его достичь, если нам это удастся. Выводим на максимум этот. И второй тоже. Не получилось. Где-то 18,4. Немножечко исправим. 18,4. При этом мы наблюдаем ток 33 миллиампера. То есть 33 тысячных ампера. Третья часть опыта завершена. Осталось зафиксировать температуру в центральной точке панели. 35,8 градусов. Так-то конечные 35,8 градусов. Опыт завершен. Для проведения второго опыта поменяем поликристаллический фотолитический модуль на монокристаллический. Для этого снимем модуль, отсоединим коннекторы. И вместо него установим монокристаллическую солнечную панель. Как вы видите, они даже визуально отличаются друг от друга. Обратите внимание на заднюю часть, где расположена коробка с выводными коннекторами, которые мы сейчас подключим к нашему стенду. Коммутировать такие панели очень просто. С помощью дополнительных коннекторов вы можете включать их как параллельно, так и последовательно в разные группы и компоновать фотоэлектрические массивы. Постараемся поаккуратнее все сделать, так, чтобы иметь возможность выполнять лабораторную работу. Как и в прошлый раз, проведем предустановки, то есть с помощью цифрового люксметра зафиксируем в центральной части нашей панели первое значение светового потока на уровне 7 тысяч люкс, примерно так. Есть. Проверим значение освещенности в контрольных точках. Оно должно быть примерно одинаковым. Вот здесь чуть меньше. Чуть меньше, то есть нам необходимо немножечко развернуть нашу стойку. Еще раз проведем контрольные замеры. Так. Отлично. Есть. Так, и выполним наш эксперимент. Перед началом проведения опыта в средней части измерим контрольную температуру 27,4 градуса по Цельсию. Производим измерение тока короткого замыкания 0,257 миллиампер при напряжении равно 0. Напряжение холостого хода составляет 20,2 градуса. Записываем в последний столбец это значение. Ток при этом равен 0. Восстанавливаем цепь. И точно так же
При помощи реостатов увеличиваем напряжение, меняя сопротивление нагрузки. Первое значение напряжения, которое мы поставим, это 1 вольт. Так, добились показания в 1 вольт. Ток при этом у нас составляет 0,259 миллиампер. Следующее значение 2 вольта. Давайте сразу 3. — 261 миллиампер. — 5 вольт. — 261. — 7 вольт. — 260 миллиампер. — 9 вольт. Следующее значение. — 260. Как мы видим, здесь панель держит вольтамперную характеристику. Так, 11. 10 вольт давайте. 10 вольт. 10 вольт, 260. — 11 вольт. Теперь через 1 вольт меняем напряжение. 258 немножечко уменьшилось. 12 вольт. 245. 13 вольт. 241 миллиампер. 14 вольт. 236. 15 вольт. 237. 16 вольт. 237. 17 вольт. 233. 18 вольт. 235. 19 вольт. 166. Ячейки закончились. Таким образом мы получили набор точек, по которым впоследствии при оформлении лабораторного отчета вы построите вольтамперные характеристики. Выключаем осветительный прибор,
Даем панели несколько минут остыть. А сейчас мы зафиксируем конечное значение температуры в контрольной точке 36,3 градуса. Опыт закончен. Вторая часть второго опыта. Включаем осветительный прибор. При помощи цифрового люксметра в центральной части модуля фиксируем следующее значение освещенности: 5 килолюкс или 5000 люкс. Перед началом опыта при помощи цифрового пирометра инфракрасного измеряем температуру в центральной части панели 35,4 градуса. Фиксируем ее в таблицу. Измерение начинаем с короткого замыкания фотоэлектрического модуля. Итак, ток короткого замыкания при этом составляет 195 тысячных ампера. Напряжение у нас 0. Напряжение холостого хода 19,35. В последнюю колоночку его заносим. 19,35. Ток при этом 0 градусов. Ампер. Восстанавливаем нашу цепь. Возвращаем реостаты в исходное положение. При помощи первого реостата добиваемся значения напряжения на дисплее цифрового мультиметра 1 вольт. Ток при этом составляет 194 тысячных ампера. Следующее значение напряжения 3 вольта. Есть ток 194 тысячных ампера, 5 вольт. Сто 93 тысячных, 7 вольт. Сто 92 тысячных, 9 вольт. Сейчас мы идем по линейному участку вольтамперной характеристики. 9 вольт, 191 тысячная, 10 вольт. Теперь через 1 вольт увеличиваем напряжение. 189 тысячных ампера, 11 вольт. Как видите, опыт очень простой. Есть 185 тысячных ампера, 12 вольт. Давайте второй реостат подключим. 174 тысячных, 13 вольт. Немножечко уменьшим. 173 тысячных, 14 вольт. Это и слишком. То 70, сейчас немножко уменьшим.
172 тысячных. 15 вольт. Идеально. 172 тысячных. 16 вольт. 172 тысячных. 171. 17 вольт. 168. 18 вольт. 157. 19 вольт делаем. Теперь можно почти до конца, наверное, задвигать регулятор реостата. Есть. Примерно, да, 34 тысячных, то есть всего 34 миллиампера. Ток просел. Есть. Выключаем осветительный прибор. При помощи пирометра в центральной части панели фиксируем конечное значение температуры 39,3 градуса. Даем панели немножко остыть. Вторая часть второго опыта завершена. Начинаем завершительную третью часть второго опыта. Измерение вольтамперных характеристик монокристаллического фотоэлектрического преобразователя. Опять-таки при помощи люксметра. В центральной части нашего модуля добиваемся освещенности в 30 тысячи люкс. Примерно так есть. Не забываем перед началом опыта измерить температуру в контрольной точке 34,2 градуса. Это начальное значение. И, как обычно, опыт начинаем с короткого замыкания фотомодуля. Итак, ток короткого замыкания 136 тысячных ампера. Напряжение у нас 0. Ток 0,136. Напряжение холостого хода 18,96. 19,96. Ток при этом равен 0. Восстанавливаем нашу схему при помощи первого реостата. Добиваемся на дисплее цифрового вольтметра показания 1 вольт. Есть. Ток при этом у нас составляет 134 тысячных ампера. Следующее значение напряжения это 3 вольта. Есть. 133 тысячных ампера. 5 вольт. Сто 32 тысячных. 7 вольт.
132 запишем. 9 вольт. Подключаем второй. Реостат. .130 тысячных. Теперь через 1 вольт движемся. 10 вольт, следующее значение напряжения. Немножечко уменьшим. .130 тысячных. 11 вольт. $124 тысячных ампера. 12 вольт. $121 тысячная ампера. 13. $121 тысячная. 14. $120 тысячных ампера. 15 вольт. $116 тысячных ампера. 16 вольт. $115 тысячных. 17 вольт. 114 тысячных. 18 вольт. 88 тысячных ампера. И последнее значение 19 вольт. Я думаю, смело можно переводить оба реостата на максимум. 19 мы здесь не получаем. Получаем где-то 18,6. Немножечко скорректируем. 18,6 последнее значение. 34 миллиампера. Последнее показание. Итак, мы получили все необходимые данные для построения вольтамперных характеристик фотоэлектрических модулей. На стенде, который вы можете видеть над лабораторной установкой, показан примерный вид вольтамперных характеристик для большинства фотоэлектрических модулей. Вам предстоит построить нечто подобное в лабораторных отчетах. Последнее, что мы сделаем, я думаю, мы можем смело выключать наш осветительный прибор и фиксируем значение температуры в центральной части модуля. 37,4. 37,4. Похоже, у кого-то грипп. Опыт завершен. Последний, третий опыт первой лабораторной работы посвящен влиянию солнечной инсоляции на энергетические характеристики фотоэлектрических модулей. В качестве такого модуля мы воспользуемся как раз монокристаллическим
модулем, который у нас остался после второго эксперимента. Ничего не будем менять в структуре или составе нашей лабораторной установки. То же самое положение осветительного прибора, который мы зафиксировали во втором опыте, те же самые измерительные приборы, та же самая нагрузка в виде двух реостатов. Единственное, что мы сделаем, выведем второй реостат в 0, а нагрузку будем фиксировать с помощью первого реостата в двух положениях. Это среднее положение, соответствующее 360, скорее всего. Плохо сейчас видно, 360 Ом. И крайнее положение, сколько-то там Ом, неважно. Значит, среднее и крайнее положение. При двух этих фиксированных значениях сопротивления нагрузки мы будем снимать показания амперметра и вольтметра по двум цифровым мультиметрам и заносить их в опытную таблицу. При этом уровень освещенности на поверхности фотомодуля будем регистрировать и регулировать при помощи цифрового люксметра. Включаем люксметр, подносим его к центральной части нашего модуля при помощи осветительного прибора. Сейчас мы включим его на максимум вначале. Так, теперь при помощи него выставляем первое значение 500 люкс всего. И есть где-то вот так. 500 люкс. Смотрим показания наших приборов при среднем положении первого реостата. Значит, напряжение у нас 0,85. Вольта, ток 29 тысячных ампера. Сразу же переводим реостат в конечное положение. Напряжение поднялось до 1,85 вольта. Ток остался на том же уровне 29 миллиампер. Далее фиксируем следующее значение освещенности. Желательно датчик не затенять. Это 1000 люкс. Есть. Видим, как возрос ток. Ну, а также напряжение. Значит, напряжение при крайнем положении реостата составляет 365 тысячных вольта. Вернее, 3,56. Неправильно сказал. 3,56. А ток 55 тысячных ампера. То есть 55 миллиампер. Переводим реостат в среднее положение. Напряжение уменьшилось до 1,61 вольта. Ток составляет 57 миллиампер. Фиксируем следующее значение освещенности. Это 2000 люкс. Где-то так. Напряжение 2,82 вольта при среднем положении реостата. Ток
98 миллиампер. Переводим реостат в крайнее положение. Напряжение увеличилось до 6,26 вольт. Ток 97 миллиампер. Следующее значение освещенности в центральной части фотомодуля составляет 3000 люкс, то есть 3 килолюкса. Примерно так. При этом при крайнем положении реостата напряжение у нас 9,13 вольта, а ток 141 миллиампер. Среднее положение соответствует значению напряжения 4,32 вольта. Ток составляет 143 миллиампера. Выставляем при помощи люксметра следующее значение освещенности в центральной части фотомодуля. Это 4000 люкс. Есть. Среднее положение реостата. Напряжение 5,15 вольта. Ток 171 миллиампер. При крайнем положении первого реостата напряжение у нас уже 10,86 вольта. Ток 0,167 ампера. Следующее значение освещенности — это 5000 люкс. При крайнем положении реостата при 5000 люксов напряжение 11,73 вольта. 11,73. Ток 0,182 ампера. Среднее положение первого реостата. И здесь напряжение просело. В среднем положении. Ты неправильно записал. Значит, ничего оно не просело. 5,52. Куда ему садиться? 0,197 ток. 0,197. Есть. Значит, у нас среднее положение. Фиксируем следующее значение. Это 6000 люкс. Где-то так. В среднем положении первого реостата наблюдаем напряжение 6,26 вольта. Ток у нас 220 миллиампер. В крайнем положении реостата напряжение составляет 12,93 вольта. Ток ровно 200 миллиампер. Крайнее положение. Итак, последнее значение в нашей табличке, которое мы сейчас зафиксируем по освещенности, это 7000 люкс. При 7000 люкс крайнее положение реостата напряжение составляет 14,51, ток 224 миллиампера. И в среднем положении напряжение 7,53, ток 249 миллиампер. Таким образом, мы получили все необходимые данные для того, чтобы построить характеристики
который демонстрирует зависимость генерируемой электроэнергии с помощью такой панели. Ну, в данном случае мы будем рассчитывать мощность по вольтамперным характеристикам от уровня освещенности. Уровень освещенности соответствует уровню солнечной инсоляции, который приводится во многих справочниках на абсолютно все виды фотоэлектрических модулей, которые реализуются сейчас на рынке. Третий опыт завершен, и первая лабораторная работа тоже